когда вы что-нибудь сделаете в другом месте, вам дает столько энергии, столько идей возникает, столько жизненной энергии, что вы будете костями рыть. Если вы хотите жить в этой стране, вы добьетесь. Это очень важно. Хотеть и добиться. Всем привет, это Коста-Рика. Мы встретились с Владимиром. Сегодня он расскажет, как он здесь оказался, чем он здесь занимается. Поехали. Владимир, скажи, пожалуйста, как ты вообще оказался в Коста-Рике? Ну, как говорится, у каждого человека есть своя судьба. Видимо, так написано в моем дневнике судьбоносном. Получилось так, что сестра училась, закончила Ленинградский университет метеорологический, вышла замуж, познакомилась с костариканцем, который учился в другом институте. Они поженились и в 1985 году уехали жить в Коста-Рику. В 90-м году, пригласили меня. Я поехал просто в гости. Приехал в гости, мне очень понравилось. 2 месяца я отдыхал здесь. Она мне помогла сделать контакты с людьми. И в результате я пригодился здесь. То есть я, в принципе, не собирался оставаться, вернулся. Откуда вернулся? Из Коста-Рики вернулся. Из Коста-Рики вернулся. Отпуск закончился, я возвратился на работу к себе. Родом вы откуда? Из Белоруссии. И прошел небольшой период. Она говорит, что... Звонит мне, говорит: Володя, говорит, тебя ждут, работа тебя ждет. Ты проявил хорошее впечатление, показал, что ты хороший специалист. И говорит: приезжай, ждут тебя. Это было время перестройки, 89-90 годы. Было сложно всем, кто помнит этот период. Но у меня оставалась еще виза действенная на руках. И просто купил билет и уволился. И приехал сюда и начал работать. А по какой профессии вас здесь ждали? Я работал в высшей школе спортивного мастерства в Гродно. Работали на сборной Беларуси по спортивной гимнастике. А здесь в это время, в 90-х годах, не было ни одного профессионального тренера. И многие преподаватели физвоспитания имели возможность, были там снаряды, купили все это спортивное. Но не хватало специалистов. И здесь появился я, как говорится, в нужное время, в нужный момент. И получилось так, и все пошло и поехало. И как через 2 года пригласил семью, приехала семья, дочка. И пошло. Тяжело было здесь вообще, скажем так... Адаптироваться? Да, адаптироваться, язык еще другой. Вы знаете, мне как-то все пошло как ключ к замку, как говорят. Испанский язык, он, в принципе, сложен первые 3 месяца. Но потом, как 3 месяца, ты начинаешь привыкать, если ты все время находишься в постоянной среде, все время общаешься с испаноязычными людьми, практически не общаешься с русскими. В то время, в 90-х годах, русских здесь почти не было. Очень мало. Но мне пришлось жить с одним костариканцем, тренер тоже по гимнастике. Он обыкновенный преподаватель физкультуры, но, так сказать, он работал со мной вместе. И мы жили в одной комнате, и практически 24 часа мне приходилось общаться с ним. На пальцах сначала, потом потихонечку перешел на испанский. Так и пошел. Как говорится, не учился профессионально ни в одной школе испанскому языку, но учился, как говорится, на улице. Прошло 5 лет, уже как мой язык уже стал более-менее нормальным. Меня пригласили работать в университет, читать лекции по спортивным травмам. Я специалист по спортивной медицине. И здесь пришлось, конечно, очень сложно. Потому что в университете преподавать, это должен, во-первых, речь должна быть правильная, и это все мне пришлось готовиться к каждому занятию по 2-3 часа. Это было очень тяжело.
Ну, в конце концов, все пошло, поехало, и, так сказать, язык встал на свое место, и все нормально. Вот эта вот школа, которая тебя заставляет, ты же пойдешь в публику, ты же должен как-то общаться, ты же не должен говорить на языке, так сказать, уличном. Ты должен профессионально излагать материал. И это меня заставило, так сказать, учить испанский язык, и в конце концов пошло все нормально, все на пользу пошло. Когда первый раз сюда прибыли, переучиваться пришлось, нет? Переучиться по специальности нет. Нет, все то, что получил, все то, что нам дала родная школа и университеты наши, слава нашим учителям и нашей дисциплине, и нашим требованиям, все это здесь пригодилось. То есть пригодилось все. То есть и по спортивной медицине, массаж. Я тоже никогда не думал, что я буду делать массаж здесь. В результате появилась еще одна точка приложения сил, как говорится, и делал массажи тоже. Потом пригласили меня в СПА, в пятизвездочную СПА, в одном из элитных отелей, где я администрировал, так сказать, эту отрасль. Вот. И было много учеников у меня. Кроме этого, то, что я читал лекции по спортивным травмам, давал еще уроки по массажу. Разные типы массажа. Спортивные, там, расслабляющие. Ну и другие типы массажа. А были ли какие-то взгляды со стороны, что вот какой-то русскоговорящий приехал, наше место занял? Особо не было. Вначале не было. Потому что, ну, в принципе, я был хорошим специалистом, и меня везде приглашали на работу. Ревности как таковой не было. Ревность появилась потом, когда приехал уже в 92-м, 93-м году приехал кубинец, тоже специалист по гимнастике, тоже нашу школу проходил. Потому что на Кубе все наши специалисты и методика преподавания такая же, как у меня. Но и он поставил свою школу, у меня была своя школа. То есть две противоборные системы. Два конкурента. Но это тоже помогало нам работать всегда. Мы выезжали на международные соревнования. У него там 2 человека, у меня 4 человека из нашей, так сказать, сборной. Поэтому всегда было доминирование нашей школы, белорусской. Выезжали на центральноамериканские игры, на панамериканских играх участвовали. В Сальвадоре, в Белисе, в Пуэрто-Рико. Ну и соревнования, регулярные соревнования каждый год, по 3-4 раза в год выезжали в различные страны Центральной Америки. Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика. То есть вы были как спортивный врач сборной команды Коста-Рики? Нет, не спортивный врач, я тренер. А спорт – это уже вторая специальность у меня. То есть я был основной тренер по спортивной гимнастике. А спортивная медицина – это мой, так сказать, приработок, да, вот это дело. А основная профессия – я работал тренером по спортивной гимнастике. То есть у меня были ученики. Кроме этого, здесь очень популярна чирлидер, вот эти попуристы, как говорится, американская система акробатики, которая с музыкой, девушки во всех этих университетах, они очень любили вот эту акробатику, вот эта музыка, движение, танцы, акробатика, вот это все было в моде. И меня приглашали давать уроки акробатики. То есть я мог работать по 12 часов в сутки. Это очень тяжело, конечно. Но это все, так говорится, мои навыки пригодились, и меня знает больше половины Коста-Рики, потому что столько людей и в университете, и потом школы массажа, которые я давал, здесь то же самое, поэтому... Как потом закончили с этой деятельностью? Возраст. Я все-таки 15 лет отработал на этом поприще. И получилось так, что пришлось нам поменять место жительства. Дочка вышла замуж, уехала жить в Австрию. Но мы остались одни и решили продать наш дом, наш бизнес, который у нас там был, маленький ресторанчик. И уехали на пляж, потому что нам очень нравится жить на пляже. То есть море, тепло, воздух, животные. Нашли вот это вот девственное место в 2 часах от Сан-Хосе. Купили землю, и сделали вот такой небольшой райчик на земле. И сейчас уже 18 лет работаем в этом бизнесе. Нам нравится. У нас 6 комнат, которые мы сдаем в аренду. Люди приезжают, нравится. Я поставил все это дело в стиле рустику.
да, так, крестьянский, скажем, такой тип. Вот, все натуральное, все естественно. И очень нравится европейцам, которые приезжают из цивилизации, скажем. Они с удовольствием ходят босиком здесь и все это видят, всю эту природу, всех этих птиц, которые и наслаждаются. Пишут нам хорошие отзывы, оставляют нам денежку. Ну и вот так и живем. А тяжело было вообще купить землю, построить? Это же все-таки время, деньги, энергия своя. Ну, как говорится, вода камень точит, да. Поэтому у нас уже есть опыт и терпение. Когда приехали в Коста-Рику, все делали потихонечку, без денег. Вот это то, что мы купили, все заработанное. Никто мне не подарил, не с мешком денег приехал сюда. А все было, как говорится, кирпичик по кирпичику. И мы всегда планировали приехать сюда, в нашу старость, когда будем уже, так сказать, в таком почетном возрасте, приехать сюда, поставить бизнес и не бегать на работу, а чтобы деньги приходили сюда. Вот мы сделали, моя идея была такая, что вот поставить хорошенький, маленький, уютненький отель, сидеть, его администрировать, а люди будут приезжать, оставлять деньги, ты будешь их, так сказать, отрабатывать. У нас нет работников, то есть иногда такие сезонные, а так в основном делаем все сами. Обеды готовим, убираем комнаты, ремонты делаем, красим, чистим, все делаем сами. Вот то, что мы сделали, это все сделали мы с друзьями. Здесь у нас есть тоже ребята хорошие, русские, которые живут. Не только одни мы здесь. Вот. У нас есть такая маленькая компания хорошая, дружная. Мы встречаемся, отмечаем праздники, дни рождения. Ну, не скучно, как говорится. То есть есть своя, аура такая. А здесь вообще сейчас, после вашего заезда сюда, как люди тоже покупают землю, строятся, расширяется вообще? Да, мы, значит, первым приехал сюда наш друг, потом вторым человеком приехал я. Землю найти было практически невозможно. Все уже куплено здесь. Это было... Землю мы купили в 89 году где-то. Но получилось так, что нашли вот это место, 6 гектаров, да, и 6 гектаров – это очень большие деньги. А нам нужно было всего лишь где-то 1000 метров. И записали номер телефона, и я звоню по этому телефону. Оказывается, это адвокат, который, продает эту землю. И в результате этот адвокат, оказывается, моя знакомая, потому что я тренировал ее детей. И она меня по телефону узнала. Сказала: Владимир, это ты? Я говорю: да, это ты, Ксения, да. И так вот получилось, случайно. И она уговорила хозяина продать вот этот кусочек земли. Потому что он не хотел продавать, он хотел продавать все. И вот знакомство, которое помогло мне купить вот этот кусочек земли. Земля была, конечно, все это трактом разгребли, здесь все разровняли, засыпали 80 грузовиков земли. 80 грузовиков. Это было, конечно... сейчас все говорили, что он творит, что он купил это болото, зачем он это делает. И сейчас все удивляются, что как красиво, как все здорово. Цена, наверное, на это болото, как они говорили, сейчас выросла в разы. Конечно, конечно. И кроме этого, когда пошли отзывы, уже мы начали работать с Airbnb и с Booking, пошли хорошие отзывы, и все пишут, что расположение 10 дают. То есть очень удобное. Потому что мы как раз находимся в 200 километров от пляжа. Это как раз то, что нужно, потому что я когда строил, я жил на пляже, это было что-то. Я не мог спать, потому что шум волны, постоянно ты в тревоге таком, то есть подкорка у тебя не отдыхает. То есть я спал, очень плохо спал, не мог спать, потому что нервная система, она не могла расслабиться. Потому что шум волны всегда тревожный. И радио, телевизор, все на мощности, на полной мощности. По телефону ты просто кричишь или говоришь. Плохо слышишь, потому что шум волны. Это постоянно эта штука напрягает. У меня был один клиент из Голландии. Они купили здесь недалеко, построили дом прямо на берегу моря. Так они уезжают на полгода, в Европу, потому что они не могут год жить здесь. На пляже можно пожить, как там, скажем, неделю-две, но постоянно жить это так, тяжеловато. Никак. А здесь как раз в 200 метров море слышно, но оно не напрягает тебя, это очень удобно. На берегу жить красиво, но
неудобно. Неудобно, да. Вот есть свои прелести, есть свои недостатки. Потому что вот этот шум, конечно, он раздражает. Так, конечно, хорошо, когда ты приедешь на 2-3 дня, на недельку. Кстати, этот шум, он хорошо расслабляет нервную систему. Это очень успокаивает, очень хорошо. А вот когда ты имеешь стресс какой-то, выходи к речке, к водопаду какому-нибудь, потому что шум воды, он хорошо действует на нервную систему и хорошо расслабляет. Вот. Так что, ну вот, как-то так, и потихонечку. Какие вообще здесь вы увидели минусы? Возможно, что-то не хватает? Или сейчас уже все так ровно, что... Ну, минусы, конечно, тем больше ты живешь в Коста-Рике, тем меньше минусов. Сначала, конечно, минусов было много, потому что, ну, во-первых, мы совершенно с другого полушария. Наши привычки ни в коем случае не сталкиваются, не идут в контакт с костариканцами. Это вот наша культура немножко так напрягает чуть-чуть. Но потом потихонечку, мы же, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не идут. Поэтому просто привыкаешь к этой системе и адаптируешься к этой системе, к питанию, к поведению, к взаимоотношению. Скажем, у меня были проблемы дисциплины, когда я начал преподавать. Гимнастика все-таки это спорт, очень, где требуется большая дисциплина и отдача. А если нет отдачи, ребенок, дети, особенно лентяи все, да, их надо заставлять работать. А костариканцы, они не любят это дело. То есть их так вот нельзя ударить кулаком по столу или пальцем показать. А я приехал и начал дисциплину требовать. И мне вызывает эта директриса, говорит, Владимир, говорит, так нельзя. Говорит, потому что родителям не нравится, что ты там пальцем. Я говорю, ну он же сделал подножку, девочка упала, разбила нос. А он говорит, надо разговаривать, не угрожать и не кричать. А у нас это все... Вот в педагогических принципах мы, конечно, здесь это самое. Я до сих пор не согласен. Вот это, как говорится, здесь слово алькауэтерия, да, вот это, когда пособствуешь, значит, ребенок капризничает, а ты его гладишь по головке. Вот это я никак не могу принять и всегда против этого. Он больше начинает капризничать. Да. Ну и поэтому вот такие... И поэтому здесь дисциплина здесь... И Коста-Рика очень плоха в достижении спортивных результатов. Именно поэтому. А приезжают тренеры, вот по футболу здесь доминируют, конечно. Приезжают тренера из других стран, начинают требовать дисциплину, и его выгоняют. Потому что ты не соответствуешь. Так нельзя. С точки зрения спорта, какие достижения от Коста-Рики были? В основном велосипед. Хорошие велосипедисты. Футбол, он доминирует всегда, конечно, но результата был где-то 4 года назад с колумбийским тренером. Коста-Рика вышла в четвертьфинал чемпионата мира. И после того, когда они вернулись, его выгнали. Вместо того, чтобы поставить ему памятник за достижение, его выгнали. Вот такая Коста-Рика. Вот. Поэтому... Ну, народ в основном очень гостеприимный, дружелюбный, они все улыбаются, они тебе, так сказать, всегда рады. А вот слова плохого не скажут, то, что у нас наоборот, да, там в автобусе, заходишь в автобус, они все чистенькие, все пахнут духами надушенные, чистенькие, аккуратненькие, все это. Пожалуйста, садись, пожалуйста, все с улыбочкой. Нет ни одного такого «отойди». И когда возвращаешься, скажем, когда я вернулся в Беларусь, после 5 лет жизни, здесь я вернулся в Беларусь, захожу в троллейбус, меня пихают там. То есть вот этого нет здесь. Насколько здесь вообще, тем более с 90-х годов здесь жили, преступность развивалась, уменьшалась? Да, вот это идет сейчас по нарастающей все, потому что, в основном проблема с наркотиками. Центральная Америка вся повязана с продажей, со сбытом наркотиков. И это все идет по нарастающей, потому что наркобизнес, я не знаю, это можно ли говорить или нет, это. Вот. И в последнее время в Коста-Рике очень увеличилось. Особенно провинции, которые расположены возле океана, где есть контакт с лодками быстроходными, которые с Колумбии транспортируют наркотики. И здесь сбыт идет продажа. И от этого идет тоже преступность, и убийство, и прочее. Но, в принципе, вот, скажем, в нашей зоне есть небольшие преступления такие, но в основном тихо, спокойно все. Вот. Ну, как везде
как во всем мире. В Мексике вообще очень опасно. Мексика – это вообще… Там нарко диктует условия государства. Насколько здесь квалифицированные врачи и как оказывают медицинскую помощь? Ну, я этот вопрос не могу ответить, сколько квалифицированных врачей, но медицина здесь очень хорошая. Здесь, как у нас сервис поликлиники, да, у нас есть с Тамарой, у нас есть полиса, страховая полиса, Сигура Социаль. Мы платим где-то в месяц порядка $60. И нас обеспечивают бесплатно обслуживание. То есть мы приходим, мы как люди уже пожилого возраста, нас без очереди принимают, обслуживают, врачи смотрят, контролируют давление, там анализ крови дают, все бесплатно. И выписывают таблетки, соответственно, твоему заболеванию. И это все… Вот мы уже здесь сколько? Каждые 4 месяца проходим постоянный контроль. То есть даем анализы, все врачи спрашивают, какие проблемы. Мы говорим, такая-такая, значит, отсылают к соответствующему врачу, и все это бесплатно. Вот ко мне брат приехал, он здесь не зарегистрирован, он живет с сестрой. Вот. И у него там были небольшие проблемы. Я его взял, привел его по скорой помощи, привез его, значит, все приняли, потому что у меня есть Сигура, значит, и приняли его с удовольствием. Вот. Хотя они, по идее, должны посмотреть его документы, что это не ты, но они видят, что мы похожи, и это самое. И все приняли. То есть вот человеческий фактор 100% здесь. Вот нам это очень нравится. И здесь даже если какой-то акцидент произойдет, если ты там в аварию какую-то попадешь, тебе тут же заберут, дадут первую помощь, медицинскую необходимую, все сделают. Ну, потом, конечно, если ты турист, ты должен заплатить за это дело. А если ты платишь Сигуру, вот как у нас страховку мы платим, все на бесплатное медицинское обеспечение. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Какая здесь местная кухня в Коста-Рике? Кухня. Кухня – это очень хороший вопрос, очень, очень интересный. И очень много блюд, которые нам нравятся. Мы практически живем здесь уже 34 года. У нас кухня такая – русская, белорусская, костариканская. То есть по-белорусски мы кушаем драники, делаем, значит, борщи, щи готовим. Вот, и по-костарикански делаем юку. Тут здесь очень много корнеплодов. Типа картошки, да, юка, текиски, нямпи. Это вот корнеплоды, которые очень вкусные. Даже картошка здесь не растет. Картошка растет. У нас есть северные районы, в Картагу особенно. Вот там это, как говорится, как бульбаши живут белорусские, похоже. Вот, они живут у подножия вулкана Ирасу. Там климат немножко такой, 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Там холодновато. Там даже грибы есть. Там лес есть, кипарисовый лес и эвкалипты. Там такой запах, смесь кипариса с эвкалиптом. Там просто походишь, голова у тебя кружится от такого этого… Насыщенность. Да. Вот. И грибы подосиновики, сыроежки, лисички, вот это все. Ну, и самое главное, что именно вот грибной сезон, когда начинается у нас с июля
по октябрь, ноябрь месяц, там точно такой же сезон. Не запрещают грибы собирать? Запрещают. Ну, мы маскируемся. Так говорить это не надо, конечно. Вот. Но, а что делать? Грибчик-то хочется. Вот. А грибы очень... Здесь все, значит, грибы из Европы очень дорогие. Значит, есть такое кастрюля мяса, называется, оджи де карне. Значит, туда входят все корнеплоды, кукуруза и мясо, много мяса. И все это варится в большой кастрюле. Желательно это варится на костре. Обычно у дорогах туристических направлений, да, есть такие ранчо, где делают вот эту еду. Вкусняшка вообще. Приезжали ко мне люди из Москвы, и мы остановились специально, вот, чтобы накормить этих людей. Так они столько дают, они тебе дают, значит, тарелку огромную супа, с мясом, там мясо, тарелку с овощами, которые готовились, и тарелку риса. То есть это можно 3 человекам съесть. А это все одна порция. И все это изготовлено на дровах. Оно готовится прямо у тебя на глазах. Ты видишь, как это запахи, все это. А еще лепешки дают тебе бесплатно, кукурузные. Они делают эти руками, прямо при тебе делают так лепешки, на огонь кладут, на горячую такую платформу, и при тебе дают эту лепешку. То есть вот эта вот экзотика, да, фольклор этот. Нашим очень нравится. Мясо, говядина там? Говядина, да. Вот. Ну и много других, очень много. Юка, вот нам очень нравится юка. Юка, это корень такой, значит, да, его... Очень много крахмала. Очень много крахмала в этой юке. Поэтому она очень вкусная такая. Ее немножко отваришь, потом поджаришь с маслицем. Получается корочка такая вообще лучше картошки. Вот. Очень много едят свинины здесь и бобов. Поэтому здесь народ немножко такой полноватый. Потому что используется очень много углеводов. Вот. Любят они эти кукурузу и бобы, черная фасоль. Вот. Без фасоли и без лепешек они не будут есть ничего. А рыбу не едят? Рыбы много, конечно, рыбы много. Вот мы на океане сейчас, и мы рыбу кушаем, конечно. Рыбы много. Вот. Ну, где-то мы кушаем все. И рыбу, и свинину, и говядину, и курицу, и, так сказать, все в изобилии. Все зависит от сезона. Скажем, сезон, здесь у нас, вот мы на берегу живем, рыбаки прямо, они ночью ловят обычно. Уходят ночью, утром в 7 часов лодки приходят, мы подходим, прямо свежую рыбу берешь, у рыбаков покупаешь за хорошую цену. Потому что в магазинах они идут с наценочкой. И здесь туристам, мы кормим туристов рыбой, делаем здесь на костре рыбу и на гриле в алюминиевой фольге. Делаем по заказу, все это нормально. Кроме того, что мы завтраками готовим, делаем завтраки, мы готовим еще. Ну, если они хотят, то мы предлагаем. А рыбаки приносят рыбу прямо к нам сюда. Знают, что если у них там много рыбы, они приходят и продают себе по хорошей цене. Вот. В основном, какая рыба? Окунь, макарелла, есть еще барракуда, как еще там? Ну, разные там. И есть махи-махи, вот это вот дорадо, золотистая рыба. Может, видели, такая горб у нее такой, и она такая перламутровая такая, поэтому она называется дорадо, золотистая. Вот. Из нее делают севиче. Здесь севиче тоже рыба, это блюдо, которое любят костариканцы. Сырая рыба, залитая лимоном и со специями. И все. И это тоже... Все рестораны, все бары кушают только вот это вот национальное блюдо. Ну, много еще фольклорной еды, особенно здесь, которая нам до сих пор не нравится. Это мандонга называется. Мандонга – это, значит, желудок, говяжий желудок. Отваривают его, чистят и потом готовят его со специями. Мы вот 34 года живем и до сих пор никак не можем. Колбасы они делают? Делают, конечно. У них сальчичоны, чорису, это все, это свинины очень. Но они в основном жирные, любят очень жирное. Вот. Есть, конечно, есть магазины, где продают нормально. Все зависит от фирмы. Есть магазины хорошие, где продают маложирные. Там вот Автомеркадо у нас хороший магазин. Есть вот недалеко от Кепуса есть магазин БМИ. Мы его называем почему-то Борис Михайлович. Не знаем, почему БМИ, но мы зовем его Борис Михайлович. Вот хороший магазин, где хорошее мясо. Очень хорошее мясо привозят из Никарагуа. Вот, скорее всего, этот Борис Михайлович привозит мясо из Никарагуа. Там хорошее мясо. И дешевое. Вот. Цена, скажем, за килограмм хорошего мяса получается, значит, 10 тысяч, $20.
Где-то так. $20 килограмм мяса. Животный мир в Коста-Рике. Насколько он разнообразен? Есть ли опасные животные? Есть, конечно. Есть. Самое опасное – это змеи, конечно, которые в изобилии. Но сейчас много дождей, поэтому они ушли. А так, сухой период, змей много. Вот. Но здесь змеи – это очень чистоплотные такие специи, да, как их называют, которым не нравится, где есть химия. Да? Когда человек обживает свой дом, он всегда использует порошки стиральные, там, зубные пасты, все это химия, которая всегда уходит куда-то. Да? И вот когда человек начинает обживаться, они не заходят в это дело, потому что человек немножко отравляет эту, так сказать, окружающую среду. А змеи чистоплотные, они не нужно все это, поэтому есть небольшое преимущество в этом. Охота запрещена практически здесь. Здесь очень много птиц. Здесь вот утром ты проснулся, наверное, тебя разбудили эти попугаи, эти, как их называют? Как петухи кукарекают. А? Как петухи кукарекают. Да, у них этот специфический звук. Вот. Так что и туканы, много туканов, много лапас, вот это лапас рохас, да, красные вот эти попугаи, которые они огромные. Тем более, что очень интересно, они всегда парочками летают. Или стаей, или парочками. Одного никогда не увидишь. То есть вот феномен. И здесь, кстати, на пляже недалеко огромное альмендровое дерево. Не альмендровое, а пепельное дерево. Как называется? Синисару. Вот. Огромные ветки, они там гнездятся, очень много их. И поэтому туристы как сумасшедшие ходят, фотографируют. Очень много ленивцев здесь тоже, которые переходят так дорогу, да, медленно так это. Вот. Так что вот песоты есть, эти куати, или как куати, наверное, нас называют, да? Да. Черные такие, с хвостами длинными. Они прямо вот возле озера Ареналь, их там много в Сан-Карлосе. Прямо останавливают, выходят на дорогу, останавливают машину. Становятся вот так вот. И ты должен остановиться, и потом они подходят и кладут тебе руки лапы на стекло, и открывают стекло, и просят что-то дай. Представляешь, вот интересно. Попрошайки. Да, попрошайки такие. Ну, здесь люди очень относятся, никто не давит их, это очень ценят. И даже наоборот, если ты задавишь собаку, если ты попадешь на камеру, тебе посадят в тюрьму. Это очень серьезно. Вот. Не дай бог, какое-то там редкое животное ты задавишь, все, это очень строго здесь. А вот по пляжам акулы, черепахи, кто ходит? Здесь у нас акулы есть, но они не заходят сюда. Потому что акулы далеко, внутри там где-то километров 20-30, наверное, там есть, конечно. А здесь нет. Здесь опасны крокодилы. Крокодилы, здесь вот как раз есть заливчики такие, да, где они размножаются. И в период размножения, значит, лишний самец должен покинуть этот залив. И он покидает, его выгоняют. Вот, его выгоняют, и он злой идет, а здесь сурфисты сидят на лодках и ждут волны. И здесь несколько случаев было, что кусали ноги. То есть по океану? По океану, да. То есть океан – это не их среда обитания. Их обитание чистая вода. Вот. Но в период размножения, да, оплодотворения, выгоняют самцов, и они уходят злые, и тогда там могут... Были случаи, что кусали здесь сурфистов. Здесь даже живет человек, который хромой немножко. Его в детстве укусил этот крокодил. Так нужно тогда знать еще сезоны, когда лезть в воду, когда нет? Да. Не, это все, это раз в 100 лет бывает. Это никогда. Но здесь опасное течение. Вот эти вот... когда идет прилив, значит, образуются воронки и вода затягивает прямо вообще очень быстро. То есть под тобой вырывается, вот ты стоишь, у нас несколько раз люди, которые ловили рыбу, вот заходят по пояс и бросают прямо на волнах. И вдруг у человека как будто вот ты стоишь на коврике, и ты этот коврик тянешь, на котором стоит твой человек, да, и он хоп, и уходит. И настолько быстро уходит все это дело, потому что там воронка такая образуется моментально, да, и эта воронка, она тебя захватывает и закручивает, и затягивает сразу. Здесь очень много людей погибло.
И иностранцев, туристов, американцев приезжают сюда, значит. Поэтому, когда здесь есть спасатели, да, и здесь всегда объявление, что осторожно течение, да. И надо смотреть, потому что течение, они образуются, вот эти вот подводные течения, когда волна идет не как обычно как вперед-назад, да, а если ты видишь, что волна идет по диагонали, это трай, и если одна волна и идет трай, они стыкуются и бьются. Все, в это время нельзя заходить. То есть это аксиома, да, то есть очень опасно. Но спасатели всегда здесь стоят, выручают. Ну, вообще лучше, где нет спасателей, не залезать в воду. Ну, это уже, как говорится, перебарщивание. Люди купаются нормально. Только единственное, что нельзя плавать. И вот проблема с нашими туристами, что хотят поплавать, не надо плавать. И здесь волна, ты прыгай на волнах и играйся с ними. Нет, им надо поплавать. Несколько раз были такие случаи, что еле-еле спаслись. Вот поплавать захотелось. Вот, в бассейн, плавай в бассейне. Там играй, прыгай, туда не надо, потому что... А там, если ты теряешь центр тяжести, то есть центр дегравидат, да, все тебя уносит. Как вообще правительство Коста-Рики относится к мигрантам? Принимает или ограничивает в чем-то? Хороший вопрос. Очень хорошо. Потому что все организации, все туристические отели, все очень рады. И есть даже такая форма принимать туристов с улыбочкой и давать им всякие возможности, так сказать, отдыхать хорошо, то есть идти на любые капризы даже, чтобы турист был доволен. И это очень правильно, потому что все, в основном туристы, которые приезжают, они очень хорошо отзываются о гостеприимности костариканцев, и это очень важно. Потому что они привозят деньги. Поэтому страна – это основной бизнес для страны. Основной доход – это туризм. Так что агрикультура, вот сельскохозяйство, там, гонодерия, животноводство тоже, оно дает там 5-10% в основном. Импортирует Коста-Рика какие-нибудь продукты? Ну да, конечно, да. В Мексику, в соседние страны. Многие импортируют фруктов и овощей в Европу, в Россию то же самое, бананы, очень много бананов, ананасы, все это тоже очень хорошее. Полезные ископаемые здесь есть какие? Полезных ископаемых есть, но здесь даже золото немеренное количество. Но государство не дает разрешения на использование. Просто захоронено, в общем. Да. У нас приезжали, значит, хорошие мои друзья из Уренгоя. Они приехали в Коста-Рику, и мы познакомились. Он, значит, москвич, но у него буровая установка. Женя его зовут. И его жена из Витебска, из Белоруссии. И вот они приехали сюда. И я их отвез на горячие источники в Сан-Карлос. И вот представляете, она геолог, а он мастер буровых установок. Притом мастер номер 1. И вот мы сидим в горячих источниках, и эта девушка берет горсть этого песка. Я смотрю, у нее глаза становятся квадратные. Она говорит: Женя, иди сюда, иди посмотри. Он что не может быть? И они тут же увидели, значит, сочетание 3 камней. Если есть 3 камня, да, определенно, я не помню название этих камней. Она говорит: здесь золото немерено. Понимаешь? То есть это в зоне, туристической зоне, где горячие источники, да. А на границе с Никарагуа, значит, одна канадская фирма обнаружила, значит, знала, что там есть золото. Приехала туда, начали, там такая деревня была, вообще, короче говоря, джунгли, самые настоящие. Потому что приграничная полоса с Никарагуей, и там, с Никарагуа, Коста-Рика всегда, как у нас с поляками, всегда какие-то проблемы. И там эта зона не развивалась. И вот они договорились с одним президентом, бывший, не помню сейчас, как его звали. Значит, он дал добро. Приезжайте. Эта канадская компания приехала, она сделала там все, построила дороги, построила школы, клиники, там, то есть сначала сделала инфраструктуру. Потом приехали специалисты, начали делать, промывать золото, искать все это дело. Ну, естественно, когда процесс добычи золота, это химический процесс. Очень много химии туда
нужно, и все это надо промывать, и все это отравляет воду и прочее. И в это время пришел другой президент и закрыл все это дело. Говорит, что это такое, блин, как вы допустили это дело? И закрыл. В результате Коста-Рика до сих пор платит денежки за то, что они подписали контракт на многие лет. И Коста-Рика платит деньги и закрыла этот проект. В ущерб себе же, да, для того, чтобы защитить природу. Вот такая политика. Вот здесь то же самое было. Значит, тоже приехала какая-то компания, не помню. Значит, они хотели сделать дельфинарий. В Мексике есть дельфинарий, который помогает детям вылечивать какие-то заболевания. Ну, есть такая технология. Это приносит огромные деньги, огромные доходы в Мексике. И специалисты, которые приехали, пошли к этому же президенту Пачеко, вот сейчас вспомнил. И он их выгнал. Говорит, все то, что касается с дельфинами, все, никакой этих самых, все, уходите. И выгнал их. Никаких зоопарков. И, по-моему, они уехали в Панаму. И в Панаме, по-моему, они сделали этот дельфинарий. Я не знаю, есть там дельфинарий или нет. Так что вот такая вот история в отношении животных. Ну, в принципе, правильно. Коста-Рика осталась одна единственная страна в мире, которая, так сказать, защищает природу. Здесь, кстати, Министерство охраны окружающей среды, слушайте, для того, чтобы мне построить все это дело, вы не представляете, сколько мне пришлось делать документов и сколько инспекций приезжало сюда. Для того, чтобы спилить дерево, я ждал 1,5 года. 1,5 года на разрешение спил дерево. Когда я предоставил фотографии, уже все, что это дерево, оно мне мешает, что у меня туристический бизнес, что это опасно для туризма и прочее. И приехало 5 человек с инспекцией, с пистолетами, такие все эти серьезные люди. Ну, потом посмотрели, что это бизнес, все нормально, и дали разрешение. А если без разрешения спилили бы, они бы без разрешения? Я так рисковать не буду. Здесь есть дерево, почеты, вот колючее, которое у меня в центре стоит. Если ты это даже спилил свое дерево спилил, положил на кузов, раньше у меня пикап был, и я отвозил это дерево на лесопилку, чтобы они мне сделали доски. Это очень хорошее дерево, оно не гниет, его не кушает короеды. Это очень хорошее дерево. Она как липа, она очень хорошо обрабатывается. И не гниет, самое главное. И легкое дерево вообще обалденное. Так если тебя увидят с этим деревом, если будет ехать машина официальная с охраной окружающей среды, здесь закон останавливает эту машину, конфискуют машину, наручники одевают, вызывают полицию и отводят в каталажку. А потом вызывают адвоката и доказывают все это. Вот такая дисциплина здесь. Откуда нашел это дерево? Да. Хорошо. Какие бы рекомендации вы дали людям, которые думают, хотят приехать в Коста-Рику жить? Ну, если готовы вы к тягостям и лишениям изменить свой статус, добро пожаловать. Всегда поможем. Мы, люди, помогаем, потому что сложно на первых порах. Но и не думайте, что здесь так легко все сделать. Это надо всегда. И экономический, конечно, вопрос тоже. Вот. Если ты привозишь, скажем, 150 тысяч, не помню сейчас точно, кажется, 150 тысяч долларов, и ты покупаешь какую-то недвижимость. Кстати, москвичам не надо визы в Коста-Рику. Вот. Если ты привозишь эту сумму и покупаешь недвижимость, соответственно, все официально, значит, ты имеешь право на вид на жительство. То есть нанимаешь адвоката, оформляешь вид на жительство и живешь. Вот так. Вот. Ну, найти работу сложно. В Коста-Рике очень сложно найти работу. Так что ребята, которые, скажем, не имеют дохода хорошего, и приехать сюда, чтобы тут раскрутиться, очень сложно. Очень сложно. Мне просто повезло, потому что я попал, так сказать, в нужное время и в нужный момент. Потому что... Тогда был интерес к вашему. Да, тогда был интерес. Сейчас уже нет такого интереса. Потому что я в 90-м году приехал, а сейчас уже столько лет прошло. Налоги здесь большие? Да, налоги большие. Ну, все зависит от степени твоего дохода. Ну, тут особо такое не так, как в Америке, не так, как в России. Да? Тут можешь обходить немножко. Но адвокат всегда должен. Ты должен иметь всегда своего бухгалтера, который делает себе декларацию, заполняет, какую-то часть платишь, какую-то не платишь. Ну, так, в принципе, можно. Жестких проверок налоговых таковых? Все зависит от администрации президента. Потому что когда был один президент, было жестко, второй чуть поменьше. Ну, так как-то все это
по-костарикански. Президент каждые 5 лет меняется. Каждые 4 года. 4 года. Стабильно. Стабильно. На второй срок никто не Нет. остается. Ты можешь выйти, потом опять прийти, но 2 года подряд нет. Это важно. Вот, так что страна очень, так сказать, много социализма. Вы не представляете, сколько здесь государство тратит. Здесь очень много никарагуанцев приходит. Переходят границу, здесь не так же граница, как у нас, там колючая проволока. Ты пошел через козьими тропами, и все, и ты уж в Коста-Рике. Вот. И очень много бедных людей, которые приезжают сюда, здесь приходят сюда и живут, и государство платит им пособие. То есть продуктовый пакет на месяц им дают. Там консервы, там продукты первой необходимости. Фасоль, рис, сахар. Все это бесплатно дают. Вот. Так что и в период пандемии, что было тоже очень, очень важно, они очень молодцы в этом плане. Мы даже получали пакеты помощи, потому что туристов не было. Мы 1,5 года жили вообще без туристов. С 90-х годов по сегодняшний день насколько сильно Коста-Рика развилась? Особо, развились, центр города, конечно, развился, все это, да. А вот эти прибрежные зоны, туризм развился, много отелей стало, много конкуренции стало таких маленьких отельчиков. Вот. И очень много больших отелей. Но туризм сейчас поменял свое направление. Сейчас люди хотят, особенно с Европы, они хотят ехать в вот такие маленькие отельчики, не хотят, где все включено. Потому что бассейны огромное количество людей, музыка, дискотека, рестораны, там все это. Европейцам это уже не нравится. Они хотят именно вот так. Уединиться, тихая природа, вот здесь недалеко от пляжа. Хозяин сам тебя администрирует, сам тебя кормит. Тихо, спокойно. Так что вот это направление очень правильно. Мы правильно продумали, что вот такой бизнес маленький, он более эффективный. Именно по Airbnb и букингу. Вот это очень хороший. Поэтому мы имеем клиентов. Слава Богу. Да, еще добавлю очень интересную вещь. Не бойтесь бросать, как говорится, свое нажитое. Когда вы что-нибудь сделаете в другом месте, вам дает столько энергии, столько идей возникает, столько жизненной энергии, что вы будете костями рыть. Если вы хотите жить в этой стране, вы добьетесь. Это очень важно. Хотеть и добиться. То есть самое главное хотеть. Если ты хочешь, и не бояться бросать. Я бросил все. У меня была 3-комнатная квартира. Она сейчас есть. У меня прекрасная работа была. 3-комнатная квартира, машина. 2 дачи у нас было, на которых я ненавидел их, ухаживать не хотел эти дачи. Тесть с трудом меня заставлял выезжать на эту дачу. Я это все бросил и приехал сюда. Вот смотрите. Скучаете по Беларуси? Скучаю, конечно. Скучаю по природе, скучаю по нашей еде. Конечно, все это так это. А есть желание вернуться? И да, и нет. Да, потому что мы уже старые стали, конечно, все это. Хочется вернуться на землю свою, подышать нашим воздухом. Вот. Но политическая обстановка не позволяет этого сделать. Потому что, сами понимаете, что происходит сейчас в мире, и непонятно. Вот такое интервью у нас получилось. Остались вопросы, пишите в комментариях. Всем пока.